Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на июнь. 5 шагов к большому прорыву. Давайте узнаем, что ждет вас в начале лета. Июнь перевернет планы многих из нас. И этому способствуют 3 очень важных транзита. Марс в Тельце до конца июня, призывает нас упорядочить нашу жизнь, привести именно к какому-то знаменателю. И Уран в Близнецах не позволит надолго нам прокрастинировать. А ретро-Плутон, который нам вернет из прошлого что-нибудь такое эдакое, необычное, может быть, и заставит вас по-другому взглянуть на ряд вещей, к которым мы даже привыкли. У кого-то это может касаться напрямую взаимоотношений. Энергии июня таковы, что это период перехода от общей спешки к осознанному достижению целей. Итак, что же вас ждет в начале лета, что случится, что произойдет? И первый шаг, это у нас карты пасьянса, будут рассказывать, что вас ждет. Какие события идут на ваш порог, мои дорогие стрельцы? Пока я не вижу совпадения, идем с вами дальше. Вот когда сразу нет совпадений, тогда это часто символизирует о спокойном течении жизни. Может быть, и июнь, и я должна сказать, вторая половина 2026 года, она не похожа на первую часть. И вторая половина июня, так это астрологически, планетарно, может быть более турбулентной, более динамичной, чем само по себе начало. Вот интересно, а ведь и правда, не вижу совпадений. Очень странно. Может быть, у кого-то из вас сезон отпусков, мои дорогие. Тем не менее, давайте еще более внимательно посмотрим. Вот я вижу маска. Маска – это всегда тот человек, который себя не выдает, тот, который где-то себя пытается скрыть. Ему интересно, что в вашей жизни происходит. Ему любопытно, может быть, это какие-то люди, которые беспардонные вопросы буквально задают вам, но у вас сердце выпадает. Поэтому тут могут быть беспардонные вопросы по части вашей личной жизни, на всякий случай приготовьтесь. Но, конечно, ведь это как два разных значения, и это может быть одно с другим как не совпадать, да? У кого-то тема именно личной жизни, любви, взаимоотношений – это тема номер раз. Но есть, видимо, и вот эта маска, какой-то человек, надо быть вам самим более осторожными. Обычно говорю, держите сами маску за пазухой, потому что, мы ведь всегда воодушевлены, когда в нашей жизни какая-то личная история развивается так вот более приятно, то, что нас радует. Мы хотим где-то понежиться, расслабиться, позволить себе вот эти добрые эмоции. Но, видимо, не все так однозначно. Хотя это может быть ситуация и на работе, мои дорогие. Личная жизнь тут как будто будет радовать. И есть какие-то очень приятные события ждут. Может быть, признание в любви сердца. И вот пока я с вами говорю, я рассматриваю, что же тут у стрельцов моих дорогих, оптимистов, солнечных людей еще совпало. И ничего, вот не вижу. Я редко такое делаю, но тем не менее, видимо, еще раз повторю, мы сейчас служим с вами, еще раз все перемешаем. Маска и сердце. И давайте попробуем разложить еще раз. Что же это такое? Так что же будет? Что произойдет? В июне первый важный шаг. Как будто первого шага каких-то событий таких динамичных в начале месяца и не ожидается. Ладно, давайте узнаем. Может быть, нам еще пусть дадут какие-то более конкретные подсказки карты. С чем это будет связано? Или с кем? Удивительно. Да, вот это вот как череп переживания. Есть какая-то тема, по которой, либо вы о чем-то
будете анализировать, обдумывать. Это не есть что-то материальное или какая-то преграда. Это лишь свидетельствует о том, что в чем-то вы сомневаетесь. Возможно, вы сомневаетесь в каких-то, может быть, как работа, ситуация по работе. Может быть, это то, что вы планируете. Книга открыта, это официальные учреждения, это официальные лица. Да, у кого-то процесс обучения, я тоже этого не исключаю. Или то, что мы намереваемся изучить, к чему-то, может быть, приступить, но для этого вам потребуется либо ряд согласований, либо узнать, как в отношении вас буквально работает закон. Может быть, такая ситуация складывается, и вот смотрите, нам снова... Второй практически пасьянс повторяет спокойное течение жизни. Свеча. Это как раз это и означает. Но тут как идет конфигурация больше ваших планов. То, что вы бы для себя хотели на будущее. И тем не менее, вот теперь, может быть, нам дает прояснение. Смотрите, там у нас выпала маска. Маска здесь не совпала, но совпала змея. И змея, я уже не буду переворачивать, и она совпадает именно в казенном доме. Поэтому мы можем смело сказать, да, там сердце у нас выпадало, поэтому это касается не личной жизни, а именно какой-то человек, который может, ну вот тоже так вот наблюдать за вами. И либо это будет ситуация на работе, либо будьте внимательны, когда вы действительно, если нужно вам какие-то согласования провести, да, и отправиться к официальным лицам, но вот выстраивая разговоры или преподнося какую-то свою задачу, проблему, ну что вы там захотите решить, здесь тоже нужно быть более осмотрительным, потому что змея это тоже, которая себя не выдает. Поэтому и вы, мои дорогие стрельцы, включите змеиный режим. Но мне кажется, мы уже 2 раза разложили, да, действительно, первый шаг, то есть начало июня, можем сказать, оно проходит в более таких спокойных энергиях. Ладно, пойдем с вами дальше, второй шаг. И вот как раз про личную жизнь. Что придет в личной жизни? Любви, взаимоотношения для моих любимых, дорогих стрельцов. Что ждет? Третий шаг. Финансы. Достанем карту как Таро на деньги. Что вам нужно знать? Что вам нужно учесть на июнь? И 4-я карта. Неожиданные приключения. Вот что там у вас за неожиданные приключения? Возможны. Но это то, что для вас внезапно, то, что вы где-то к этому не готовы. И что ждет впереди? Вот к чему приготовиться далее. Итак, 1-я карта. Любовь, личная жизнь. 7 жезлов. Но 7 жезлов это когда мы тут больше думаем о себе, нежели включаемся в какие-то задачи, которые нам пытаются выстроить наше окружение. Что это такое? С чем это связано? Ну, это ваша карта, король жезлов. Мои дорогие девочки, может быть и правда, есть какие-то взаимоотношения, есть планы. Все же на личную жизнь смотрим. Есть конкретный человек, как мужчина, вот для кого-то и так из вас проиграется. Но если в целом мы не рассматриваем по полу саму по себе карту, ведь это карта руководителя. Это карта командира, можно сказать, тот, который больше отдает приказания или указания, нежели делает сам. То есть это первые роли, мои дорогие. Поэтому у вас в личной жизни вы, как на первых ролях, я такое могу себе предположить. Я точно так же могу предположить, что... Возможно, есть какой-то конкретный человек, который вас к чему-то призывает или будет на вас оказывать воздействие, чтобы вы с чем-то согласились. Будьте к этому готовы. По 3 жезлов это всегда планы на будущее. Но это одновременно тоже где-то остановка на полдороги, потому что мы должны как сформировать эти самые более четкие планы. Факт. Кто-то, может быть, банально готовится к отпуску, к поездке или к переезду. Но посмотрите, изменения. Ведь это карта перемен, карта успеха. Хотя я не исключаю, все карты жезловые. Кто-то с головой может уйти в работу или, я бы сказала, в какой-то свой проект. То, что вы хотите осуществить. Возможно, ваш проект именно по личной жизни. Все же сердце выпадало. Но бывает и личная жизнь, то есть вопросы, да, любви, вопросы пары, или вопросы семьи, связанные с домом, с домочадцами, может быть, далекими родственниками, которые могут касаться документов, мои дорогие. Документов, финансов, все же жезлы – это более деловые карты. И посмотрите, и колесница ведь тут тоже карта успеха.
Да, она говорит, что здесь возможны перемещения. Мои дорогие, у кого-то вопрос станет конкретно, иногда и так проигрывается, о смене автомобиля. Или о том, что вам, может быть, нужно получить права, да, на управление автомобилем. И вот именно тут какая-то своя история для стрельцов, когда стрельцы очень целеустремленны будут. Но это почему-то нам про личную жизнь. А что нам про любовь? Скажут, а что это вообще на июнь? Да тут много планов. Как будто и не до любви вам. Странно. Так не бывает, наверное, правда? Что ждет личной жизни в взаимоотношениях? Еще нам говорит пятерка жезлов, опять же, о том, что информационный хаос. То есть есть какое-то перетягивание каната или когда мы с кем-то не договорились. Возможно, и вы кому-то не верите, потому что уже много раз прошли какую-то историю. И поэтому не хочется замечтаться. Вот смотрите, мои дорогие стрельцы, да вы тут такие реалисты становитесь. Вот поэтому и семерка жезлов. Вот когда две карты совпадают, смотрите, это как есть люди, которым, ну вот вы не доверяете. Почему не доверяете? Потому что какой-то опыт уже получили. И наоборот, хочется от некоторых дистанцироваться, чтобы никто не дергал, чтобы была возможность, может быть, самого по себе отдыха. Или когда какая-то многозадачность, которую вам создали люди, и вы именно в июне где-то понимаете, что «а вообще зачем я в этот вопрос включился или включилась?» Да, возможно, прежде вам что-то обещали. Вот я бы сказала, стрельцы подводят итоги именно в том, что вам обещали и что вы на самом деле имеете в своих руках. Может быть, Марс Тельце вот для вас так и проигрывается, что теперь я становлюсь реалистом. Мне надоело быть на вторых ролях. Теперь я сам буду строить карьеру. Здесь немножко поворачивает, как хоть и на личную жизнь, но это как ваша личность в центре внимания. Я могу сказать, что вы как раз, стрельцы, будете притягательной для внимания противоположного пола. Вот такое может проиграться. Но стрелец, судя по всему, на своей волне. Он что-то задумал. И есть у него свой личный план, свои какие-то приоритеты. И ни одна карта нам о личной жизни не сказала. Но тем не менее, пасьянсы выпадали. И вот это сердце, которое выпало в пасьянсе, тут ведь может быть и так. Вам кто-то знаки внимания будет оказывать, а вот вы кому-то можете не верить. Интересно, ладно, давайте пойдем дальше. Финансы. Что же на деньги? Что вам нужно знать? Карта финансового успеха. Карта финансового прорыва, получения денег. Конечно, еще это карта баланса и помощи высших сил. У вас сейчас по работе, по деньгам. Может быть, как, ну вот мы говорим прорыв, да? Какое-то стечение обстоятельств. Вот такое может быть. Поэтому для кого-то из вас чем-то вы, и в принципе тогда можно понять и по картам пасьянса. Есть задача, есть тема, которая интересует стрельцов. И вы очень будете целеустремлены и заниматься именно тем, может быть, после некоторого анализа или аналитики, что да, я много времени потратила или потратила на вещи, которые вообще к делу не относятся, или время было потрачено на то, что мне не принесло какого-то ни дохода, ни удовлетворения, ни радости. Вы становитесь материалистами, мои дорогие. Причем в хорошем смысле. Когда вот видите этот эквивалент, это Марс Тельце на вас, по-видимому, именно так и действует. Не нужны мне пустые разговоры, не нужны мне какие-то пространные обещания. Я хочу понимать, что в конечном итоге из этого получится. На что я могу не просто рассчитывать, а уже чтобы перспектива какая-то была. И здесь вот эта карта как помощь высших сил. У вас благополучное время в июне. Именно решить какую-то ситуацию по финансам. Или получить деньги, заработать по этой карте, если уж рядом с жезловыми картами решить вопросы по работе, устроиться, может быть, на работу для тех, кто ищет работу. Причем тогда рассматривайте разные подходы, как бы разные методы. Пусть даже эта работа, когда ну, или будет предложена, или вы ее найдете, она не совсем та, по которой у вас диплом, к примеру. Или то, чем вы занимались прежде, рассматривайте, потому что для вас это может быть и успех, и прорыв, и популярность, ну и сама по себе возможность заработать деньги. Вот тут на деньги что-то очень даже благополучное, что вам нужно знать, если мы сказали. И как судьба выстраивает для вас более такую интересную картину мира, даже можно сказать. Неожиданные приключения.
Ну вот правда, на вторых ролях не хочется быть. Еще один аркан император. Конечно, тут может быть, у вас тут выпадало, да, значение, мы говорили, как высокие инстанции, учреждения, какие-то конторы, офисы, ну или работа. Возможно, это ваше будет взаимодействие с руководителем, или это ведь всегда карта и как организация нашей собственной жизни. Ну, так имеется в виду и вот эти самые организации, в которые мы отправляемся и сталкиваемся с чиновниками или с буквой закона. Но давайте мы немножко разложим. Может быть, это у кого-то и дома такой император есть. Я такое тоже не исключаю. Но я больше вижу, что ведь это карта статуса. Тройка мечей. Это как будто вы уходите от тех задач, которые прежде вы не могли осуществить. Тут неизбежно будет, да, вот эта самая аналитика, потому что теперь как будто вас нет в прошлом. Обратите внимание. Мы знаем, тройка мечей – это всегда карта разочарования, но ведь это карта будущего. Карта обрисовывает ту ситуацию, в которой вы находитесь прямо сейчас. Вот вы, как будто вы ее не будете чувствовать. Меня нет в прошлом. Нет. Оно завершилось, не имеет значения. Это все то, что я долго сейчас говорила. Хорошо, что это для вас? Что за неожиданное приключение ждет вас, рыцарь Пентаклей? Здесь может прозвучать какое-то предложение. Здесь может, кстати, появиться в вашей жизни какой-то человек, который обладает статусом, и вам будет что-то тоже как предложено. Опять же, продолжается это у нас пентаклевые карты, поэтому тут может быть финансовый интерес. Король мечей. Король мечей, смотрите, уже два короля, да плюс император. Как будто, мои дорогие стрельцы, правда, какие-то согласования, инстанции, или взаимодействие с законом, или понимать, как работает закон. Неожиданное приключение может быть и связано напрямую. Может быть, с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но по этой карте идут эксперты. Эксперт или тот человек, который знает законы, юристы, адвокаты. Иногда идут врачи, люди, работающие с металлом. Иногда идут и люди в погонах. Но вот здесь вот есть как бы закон, порядок, какая-то структура, система иерархии, в которой вы можете подвести как к какому-то знаменателю тот вопрос, которым вы прежде, может быть, занимались. Или когда вы как начнете с чистого листа какое-то дело, задумку, но дело-то вам знакомо, но вы начнете, я имею в виду с этой фразы, потому что изменились обстоятельства, мои дорогие. Что же это за еще за неожиданные приключения? И вот это будет для вашего дома благо, благополучие в целом, изобилие, процветание, ну, для вашего якоря. Может быть, даже это вот конфигурация каких-то согласований, консультаций с юристами будет касаться именно личной жизни. Смена статуса. Может быть, это даже по личной жизни, да, хоть нам, в принципе, карты не сказали. Но, к примеру, есть у кого-то дружба, или кто-то человек семейный, но есть и те вопросы, которые вот именно сейчас вот развиваются или должны быть согласованы посредством документов, или вот что-то вы собираетесь создать. Может быть и так. Но это значит, июнь вам дается прекрасным временем, чтобы как до ума какое-то дело довести. И если нужно там и обойти официальных лиц, чиновников, если нужны консультации, как юристов, адвокатов или понимание, как в отношении вас работает закон. Потому что ведь тоже, если вот мы переложим эту карту, здесь могут проходить люди, которые вам готовы оказать содействие. Содействие, внимание, для того, чтобы закрыть какой-то финансовый вопрос. Или содействие как мудрый совет. Может быть и как тот человек с учетом императора, у которого как раз рычаги влияния в руках есть. И тогда вот этот человек, может быть такой контакт с этим человеком, даже если прежде не построились отношения, или ну, что-то вас не устраивало, человек сам по себе, или вам он казался каким-то неприступным, да, вот я такое тоже допускаю, то теперь тут какая-то конфигурация меняется. Вот, видимо, для вас, может быть, вторая половина июня или ближе к окончанию июня мы еще сделаем с вами расклады, мы ведь все-таки смотрим именно как, ну, 5 таких вот важных шагов. Вот поэтому будьте готовы к тому, что какое-то вам неожиданное приключение все-таки
обеспечено. Это будет именно внезапно для вас. Или как-то резко, как смена какой-то парадигмы. Потому что у вас и старший аркан император. И ради чего это все нужно? Ради счастья. Ради большего комфорта, ради уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Поэтому тут судьба сменит конфигурацию. Ладно, а что же ждет впереди? Давайте узнаем. Мир, мои дорогие. Тут есть ради чего стараться, мои дорогие любимые стрельцы. Правда, будьте вот, как и маску за пазухой, наверное, необходимо, потому что тут его величество случай какой-то может быть. Или вот стечение обстоятельств, когда надо взять мечту. Ну и включайте тоже змеиный режим, потому что не все однозначно. Иногда нам приходится, знаете, как это, протиснуться бочком, вот, да, по каком-то узком фарватере пройти, потому что именно, может быть, это и означает, как новые возможности, дорога к успеху. И, может быть, даже если начало июня вот так идет ни шатка, ни валка, то приготовьтесь, в июне будет такой своеобразный прорыв или вот это приключение, которое, возможно, изменит ваши планы, а, возможно, и вас самих. Но все идет к миру, к какому-то волшебному итогу, и высшие силы вам помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там собраны все виды моего творчества и 3 канала. Я обычно публикую видео. И также статьи моего сайта, гороскопы. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.